Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор событий. Давайте посмотрим, что у нас происходит, что грядет. Так, ну вот первая новость, которая вышла. Алексей Навальный дал интервью немецкому изданию Der Spiegel. И в этом издании, в интервью, он говорит о том, что он обвиняет в том, что с ним произошло, главу Российской Федерации. Так, ну уже сразу пошла на это реакция. Лиднер, Христиан Лиднер, это лидер немецкой либеральной свободной демократической партии. Он уже выступил в Бундестаге. Он призывает ввести закон по аналогии закону Магнитского, то есть конкретные санкции, конкретные меры к российским лицам, которые, возможно, по их мнению, причастны к тому, что произошло с Навальным. Если это произойдет, то, соответственно, это окажет существенное давление на рубль. Но все-таки я думаю, что вот эта вся процедура согласования, там какие-то санкции, которые они захотят ввести, они отложат, скорее всего, до американских выборов. Потому что Запад, он привык выступать консолидированно, единым фронтом. И, конечно же, сейчас вот эти обсуждения, которые они в Бундестаге будут вести, они, возможно, будут очень сильно колебать курс рубля. Ну и что примечательно, Навальный сам утверждает, что, скорее всего, воздействие химического вещества ФОВ, фосфороорганического, которое подозревается в том, что оно вызвало такой эффект на него, было сделано через кожу. То есть то ли бутылку, то ли еще что-то намазали. Ну, это его такое предположение. Ну и сейчас смотрим, что будет, как будет решать Бундестаг, потому что как бы в зависимости от поведения Германии, я думаю, остальные страны, они будут в фарватере Германии действовать, в том числе и Соединенные Штаты. Мне все-таки кажется, что никаких таких действий, серьезных там санкций и так далее до выборов в Соединенных Штатах, возможно, не будет. Но сейчас посмотрим, чем закончится обсуждение в Бундестаге по поводу интервью Навального. Вот, возможно, немецкий политик, как и большинство политиков, он просто сделал громкое заявление, и на текущий момент времени все этим и ограничится. Так, друзья, давайте по календарику пробежимся, что там у нас сегодня было и что еще будет. Так, по России индекс производственной активности вышел меньше 50%. Это говорит о том, что рецессия идет в производственном секторе. Но на самом деле я на этот момент указывал, когда прошлый вышел, который был оптимистичный, более 50%. Так, вот я в Telegram на этот счет запустил. Если интересно, можете зайти, посмотреть, почитать. Так, ну вот еще по Германии индекс деловой активности в промсекторе вышел меньше ожидаемого. Ну тут, конечно, не такое расхождение, как в случае с Российской Федерацией. Но тем не менее, все равно это негатив, который не есть позитивное влияние на курс евро к доллару. Ну и ждем статистику по Соединенным Штатам, которая сегодня еще осталась и которая может существенно повлиять на то, что происходит на фондовых рынках. Так, ну вот сегодня такой день очень мощный новостной. Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху из 3 пунктов. Так, ну вот оно даже на сайте Кремля размещено. Но здесь на самом деле конкретики нету. То есть за все хорошее против всего плохого. Однако, что такие, скажем так, весомые персонажи выступили с таким заявлением, это означает, что, скорее всего, в ближайшее время мировое сообщество может очень плотно подключиться к тому, чтобы прекратить кровопролитие в Горном Карабахе, на Горном Карабахе. Так, ну и вот данные о том, что происходит, то есть там, судя по информации, которая поступает и от Армении, и от Азербайджана, активно продолжаются боевые действия. Вот, но возможно то, что, скажем так, главы крупнейших государств выступили с призывом прекратить кровопролитие, они, возможно, будут иметь воздействие. И я думаю, что в ближайшее время как-то этот вопрос будет решен. Я не знаю, там может быть оказать давление, может быть миротворцев туда прислать, хотя на самом деле при желании весь этот процесс очень легко можно остановить. Любые конфликты военные, которые происходят, это определенные разногласия в элитах в различных странах. Можно просто воздействовать финансово на определенных людей, которые, скажем так, наверняка стояли с разных сторон по возникновению этого конфликта. И таким образом, если это будет сделано, я думаю, этот конфликт, так же как и любой другой, он может быть очень быстро прекращен.
Так, ну и вот у нас еще одна новость. Лукашенко обсудил ситуацию с властями Азербайджана и Армении. Ну теперь там, наверное, точно все успокоится и остановится. Так, далее, что тут у нас? Собянин потребовал перевести на удаленку. Ну смотрите, так или иначе все равно как бы коронавирус развивается, и, судя по всему, вторая волна в ближайшее время возьмет свое, и мы увидим, ну, скажем так, в той или иной степени ограничения. Так, рублю предсказали новый обвал в октябре. Ну, смотрите, вполне как бы это может произойти. Мы сейчас с вами график посмотрим. Тут в чем возникает проблема? Во-первых, Навальный пришел в себя, начал давать заявление, я об этом ранее говорил. Вопрос только в том, насколько эту тему будут раскручивать до американских выборов. Так, ну и вот ежедневная сводка по коронавирусу. Что здесь можно сказать? Здесь можно сказать, что ситуация не очень хорошая в России, в Великобритании и в Германии. Вот я смотрю, тоже начинает набирать обороты. В Соединенных Штатах пока вроде более или менее, но здесь, в общем-то, график он указывает на то, что, скорее всего, сейчас также пойдет рост. То есть вот самая такая негативная ситуация, она, конечно, в Великобритании. Здесь уже рвануло. Ну, Иран. Вот. Но из того, что нас непосредственно интересует, это, конечно же, Россия и Соединенные Штаты. В Штатах пока еще не началось, в России уже, по сути, начинает набирать обороты и вводят различные действия, которые помогут это предотвратить. В частности, 2 недели каникул у детей в октябре в школе и, соответственно, частичный перевод на удаленку офисных сотрудников. Так, давайте посмотрим, что происходит на фондовом рынке. SFD на американский фьючерс S&P 500. Здесь пока сегодня идет уверенный рост. Но еще сегодня должна выйти статистика, которая может эту тенденцию поколебать несколько. По крайней мере, началось активное обсуждение о сокращении рабочих мест, которые набирают силу. Вот. Но здесь пока непонятно, как это повлияет на фондовый рынок, потому что не всегда нагнетание обстановки и паника способствует тому, чтобы рынок на объявлении новости падал. Очень часто бывает так, что покудахтают и успокоится. На самом деле ничего страшного так и не возникнет. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм по S&P. Ну, в общем-то, здесь все хорошо. Если мы сегодня закрепляемся выше 3360-3350, это достаточно позитивный знак, и, скорее всего, тогда в пятницу или в понедельник мы уже будем, возможно, где-то в районе 3540. Но по Виксу пока вот что-то ситуация не очень хорошая. Он сегодня, конечно, начал с гэпом вниз, но сейчас пошел рост. То есть, может быть, это в ожидании статистики по Америке. Но вот прямо напрашивается движение по Виксу, который проведет на 28 и 5,29 вот сюда, вот в этот диапазон. Соответственно, если такое произойдет, то, скорее всего, по американскому рынку и по другим рынкам мы увидим корректирующий откат. В идеале бы ему пробить вот этот диапазончик 24,8, который заканчивается. Вот если здесь будет пробой и уход на 22-21, это был бы очень позитивный знак и дополнительный стимул роста для рынков. Так, ну вот DAX, немецкий индекс, он сегодня пока находится в боковике, здесь ничего пока существенного не происходит. По нефти Brent корректирующий откат, но здесь, видите, мы зашли в диапазон 48, 42,5. И, соответственно, то есть какое-то время может быть колебание в этом диапазоне. Пока нижнюю границу не пробили, соответственно, то есть будет удержание и колебательные движения. Чем дольше он здесь находится и колеблется, тем больше вероятность того, что верхняя граница будет пробита и отсюда произойдет движение, цель которого будет 46. Так, ну и дневной таймфрейм. Вот здесь ситуация достаточно интересная, потому что с одной стороны здесь сейчас уже, скажем так, локальный уровень пробит. Вот, но тем не менее, пока нету движения сильнее вниз, в район 41,4, 41,2, здесь вот уже намечается разворотная формация, и возможно, вот если этот час 15:29 по Москве, будет разворотный, то, скорее всего, мы сегодня увидим движение, цель которого будет, ну, 42, может быть, 42,4 даже. Но и сейчас, поскольку как бы локально
пробили здесь определенную буферную зону. Если будет повторный добой 41,5-41,45, то отсюда разовьется движение вниз, цель которого будет уход вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, ну вот пока записывал выпуск, 15:30 наступило, соответственно, по Америке вышла статистика, число первичных заявок на получение пособий по безработице 837, соответственно, меньше, чем предполагалось, это позитивный знак. Правда, на S&P, вернемся к S&P, это SFD на фьючерс S&P, пока это особо не ощущается. То есть здесь как бы наоборот, получается сейчас он вроде бы собирается откатиться. Если этот откат не пробьет 3371, то это просто небольшое колебание, проторговка, и, соответственно, после такого отката пойдет дальнейший рост. Если сейчас будет пробой 3371, то тогда, скорее всего, мы сегодня уже роста не увидим, и в этой ситуации он спустится чуть ниже и будет консолидироваться вот в этом диапазоне. В том случае, если не пробьет 3330, если его пробивает, то, соответственно, корректирующий откат может затянуться. Так, друзья, далее индекс доллара. Но смотрите, пока по индексу доллара все сходится. Он идет вот к этой цели, к сильному уровню, который 93.45. В районе 93.45. Вот когда он сюда придет, посмотрим, как здесь он будет себя вести. Если здесь пойдет пробитие на объеме, то, соответственно, мы вполне можем увидеть и задерг на 93.17, возможно, даже пониже. Если пробоя не будет, то карточный стол развернется и пойдет рост. Но, кстати, по часовику вот он сейчас пытается развернуться. Вот, поэтому в самое ближайшее время, если будет добой 93.56, вот этого минимума, то мы увидим провал и, соответственно, уход на 93.42, 93.45. Такое движение — это позитив для нефти, для emerging markets. Вот, если сейчас добоя не будет, то мы увидим корректирующий отскок, цель движения у которого 93-94, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, евро-доллар. Но здесь как бы идет поступательный рост с небольшими откатами. У этого движения цель находится вот здесь, в этом диапазоне. Вот, соответственно, сейчас это движение продолжается. Может быть коротенький задерг вот сюда на 1,1720. Если при этом не будет пробито 1,17, то все нормально, все в порядке, постепенно он сейчас, сегодня, завтра или в понедельник будет двигаться вот сюда, к этой цели. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD tomorrow. Но смотрите, сейчас вот надо будет присмотреться, что и как будет до конца дня в Германии, поскольку заявление уже в Бундестаге о создании нового списка Магнитского прозвучало. Вот, с учетом того, что, скорее всего, до американских выборов, наверное, ничего такого кардинального предпринимать не будут, вот, то, скорее всего, сегодня мы увидим и движение консолидационное в диапазоне. Вот, может быть, будет отскок на сильный уровень 77.36,5. Вот. Но я думаю, сегодня потенциал укрепления он исчерпан. Может быть, будет задерг 76,9. Вот если 76,9, 76,8 мы пробиваем, то у нас отсюда развивается движение, цель которого уже будет сначала 76, потом движение на 70, 75,3, 75,25. Вот сюда вот. Так, ну и часовик по доллару здесь, в общем-то, указывает на то, что вполне здесь сейчас должен произойти корректирующий отскок вот сюда к сильному уровню, возможно, даже повыше. В случае пробоя 77,5 пойдет движение вот сюда на 77,8. Вот. Поэтому сейчас здесь, если не будет пробития вот этого уровня 77, то, скорее всего, мы до конца дня сейчас пойдем вот сюда вот на 77,5. Так, евро-рубль, ну здесь ситуация схожая, видите, тоже вот так вот провалились, вот, но уже как бы идет консолидация, эта консолидация, она как бы вполне может привести к корректирующему движению наверх, ну как минимум вот на 91,25. Так, ну часовик у нас здесь достаточно такой простой, вот, здесь либо пойдет сейчас добой 90, 50, 90, 55, вот этот диапазон, если будет пробит, то разворачивается движение на 90, но здесь, судя по всему, наверное, такого пробития в ближайшее время не будет. Как минимум сейчас, скорее всего, пойдет движение на 98,6, 90,9,
И вот в случае пробития 90, 92, 90, 95, у нас отсюда, скорее всего, пойдет импульс сначала на 91.11 и потом, возможно, даже вот куда-то сюда, 91.57 или 91.8. Так, друзья, далее золото. Смотрите, мы по золоту сейчас, вот если мы в этом диапазоне закрепляемся, это чикагская котировка, 4-часовой таймфрейм, то у нас сегодня и завтра будет движение, цель которого вернуться вот сюда на 1950. Соответственно, если мы в этом диапазоне не закрепляемся, то у нас возникает корректирующий откат. Цель этого отката 1898, вот сюда вот сходить. Так, друзья, далее РТС, фьючерс, но здесь у нас идет колебательное движение вот в этом диапазоне. Соответственно, если мы сейчас закрепляемся выше 116 750, то отсюда у нас возникает импульс движения, цель которого 119 500. Вот сюда вот эта верхняя граничка. Если мы выше этого значения в ближайшие часы не закрепимся, то у нас отсюда пойдет корректирующий откат, цель которого сначала 115 700. И потом вот сюда тестирование вот этого нижнего диапазона. Так, друзья, ну вот Россети очень просили рассмотреть. Но здесь у нас что? Идет тестирование уровня 1,44. Соответственно, если сегодня повторяется пробой 1,4450, если на объеме пробиваем, то здесь у нас вот это все, это есть нисходящий тренд, и цель движения будет как минимум на 1,4071. Вот здесь сильный уровень. Если мы повторного движения на пробой сейчас не сделаем, то у нас здесь получается разворотная формация, и на перспективе нескольких дней целью этой разворотной формации это движение на 1,54 вот сюда вот. Все, спасибо за